Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 сентября. Давайте узнаем, что же нам на ближайшее будущее подскажут карты. Останемся, конечно, реалистами. Вообще сентябрь– месяц ясности и одновременно много работы. Вот давайте узнаем, что нам по этому поводу расскажут карты. Позволим картам перед нами раскрыть палитру будущего, последовательность событий. И на колоде Ленорман мы с вами достанем 4 карты, и пусть эти карты будут теми темами, сферами жизни, которым вам придется максимально, может быть, уделять внимание, что-то решать, согласовывать или определяться, прояснять, если мы говорим месяц ясности. Что же для львов в ближайшую декаду, в ближайшие дни, в ближайшее время? Так, первый как знак судьбы или, ну и подсказка. Вторая, третья и четвертая. Дополним колоду Ленорман. Колода «Колесо года» Таро. Зададим такой вопрос. Что или кто спешит в вашу жизнь? Скорее всего, тут мы сами будем принимать по некоторым сферам жизни важные решения. Я не исключаю, что и откажемся от чего-то. Ну, у каждого тут свои занятия или свой интерес, свои какие-то приоритеты, задачи, да. Но точно так же я могу предположить, что для кого-то тот проект, которым вы думали когда-то, прежде, а потом отложили в дальний ящик стола, а здесь это возвращается. То есть вот будьте к этому готовы. Вообще вот месяц сентябрь, я скажу, вы знаете, мои дорогие львы, ничего не происходит просто так. И те люди, которые, ну, может быть, даже из прошлого появляются в вашей жизни, и это совсем не обязательно, что это будут именно те, которых вы будете рады видеть. Но кто бы это ни был, не случайно человек пришел в вашу жизнь. Он вам нужен, ну и вы, может быть, ему нужны какие-то контакты, должны быть продолжены. Или, ну, может быть, и какие-то гештальты нам придется закрывать. Поэтому что или кто спешит? Чего ждать в целом? Неожиданности, неожиданные события. В чем ваша фортуна, мои дорогие? И посмотрим. Энергия любви, энергия финансов, энергия достижений. Итак, что ж там первая карта? Ну вот, прошлое нужно оставлять в прошлом. И в этой колоде Ленорман, Чиро Маркетти, кстати, автор этой колоды, в банальной классической колоде Ленорман, ну, чаще это как гроб, здесь нет, называется саркофаг. И это не есть то прошлое, которое мы, ну, вот так вот легко отмахнулись, да, ну, было, не было, ведь бывают какие-то такие мелкие рутинные вопросы, здесь нет. Здесь есть то, что мы должны переложить именно в опыт. Пусть даже это какая-то очень сложная, тяжелая ситуация, разочаровывающая, связанная с непреодолимыми событиями, на которых вы не могли влиять. Было, может быть, и что-то хорошее. Не случайно нам изобразил Чиро Маркетти Анубис. Это как владыка подземного мира, если мы говорим о египетской мифологии. И карта нам говорит: оставь прошлое в прошлом. Позволь Анубису или вот этому богу. Он будет охранять все то, что тебе когда-то было дорого, все то, что тебя когда-то волновало, может быть, увлекало, захватывало. Но да, он охраняет все это, знаете, как в каком-то пространстве нашей реальности, но та, которая находится в прошлом. А твоя задача– идти вперед. Вот такая серьезная карта. То есть это не есть, когда мы, знаете, словно себя ломая, от чего-то отказываемся. Нет, это мы уже так рационально. И, кстати, будьте добрее к самим себе. Не загоняйте себя в какие-то рамки. И если что-то не идет, да, вот у нас бывает такое, мы словно упираемся из раза в раз в какую-то стену и думаем: не, сейчас я еще раз попробую. И, кстати, ну пусть заканчивается этот период солнечным затмением, да, 21 числа, и одновременно Солнце в Деве, но до 21 вы уже о чем-то думали, скорее всего. Вы уже к какому-то выводу пришли. Все то, что уже произошло прежде. Вы должны сделать какие-то выводы явно.
И вот рациональное мышление нам позволяет, даже если мы, вы знаете, если бы раньше мы очень нервничали или по какому-то поводу, ну, не хотели с этим согласиться, а теперь уже понимание приходит. Ну да, тут вот есть какой-то вопрос или тема, и сколько тут не педалирую, а оно не получится. Поэтому не теряем времени где-то даром. Вот такой вам знак судьбы. Серьезный. Но и не повторить какую-то ошибку, понимаете? Все-таки мыши, крысы. И нет вреда какого-то крупного, но всегда недостаток. Почему? Погрызенное, да, вот нам тут показывают все подряд. И ткани, яблоки, и хлеб, то есть напали. Понятно, что все то, что попробовали мыши, это уже для нас непригодно. Но иногда по этой карте это еще и обман какой-то. Может быть, это наш собственный. Но все же карта говорит, а будь-ка ты внимателен, лев. Потому что может быть, кстати, вот это сочетание. Нам иногда кажется, что должно быть так, как мы себе это представляем. И порой внешние события врываются буквально в нашу жизнь и начинают вот эти шаблоны ломать внешние. А мы пытаемся их как-то подстроить под наше понимание. И не всегда это удается. Но пока мы на чем-то настаиваем, вот таких крысок мы и не видим, мои дорогие. Знаете, когда выпадает эта карта, вот, наверное, холодная голова. Вот такой знак судьбы. Тогда вы все рассмотрите. А если и есть какие-то вот такие мелкие, может быть, это связано с людьми, или есть какие-то и собственные промахи, значит, надо нивелировать, но быть внимательным. Это точно. Критическое мышление, наверное, до конца сентября явно вам будет помогать. И посмотрите, вот правда, вот это древо сферот, это полный баланс, благополучие, это возможности. В этой колоде есть эта карта, это не просто дерево, да, как в обычной колоде. И дерево – это то, что ассоциируется с семьей, с нашими близкими, с нашими корнями, с нашим местом пребывания. То есть, может быть, вопросы дома. Но дом – это и, понятно, и стены, да, само по себе жилье, но это еще и наши домочадцы. Вот у вас, посмотрите, какое-то совершенно благополучие в новом ключе, так и хочется сказать, с полным балансом, мои дорогие. Видимо, есть моменты, которые нам, может быть, и не нравятся. Есть нам еще для нас те темы, которые вообще тяжело, может быть, и отпускать. Возможно, и вокруг происходит что-то невероятное. Но мы будем говорить прямо, откровенно, мы же не статуи на площади, правда? И если нам даже кажется, что словно земля уходит из-под ног, ну, значит, представьте, где-то вот так вот, даже добавьте себе вдохновение, что, ну, это вот мне такой период жизни нужно как-то пройти. Но мы словно тогда на волне, и поэтому нам нужно и ловить баланс, и учиться плавать, мои дорогие. Ну, вот, видимо, как-то так. Следующий знак судьбы. Но все-таки, понимаете, вот смотрите, у вас на кону, ну вот как благополучие, изобилие, процветание, стабильность. Но три карты говорят о том, что мы как будто совершенно в другой плоскости. Мы можем именно чего-то не видеть, как и этих крысок, мышек, но и змея, ведь она нас предупреждает. Здесь могут быть самого разного рода взаимодействия с людьми. Кто-то вам может льстить, мои дорогие львы. И это не значит, что это хорошо. Но, уху-то приятно слышать. Поэтому мы так немножко расслабляемся. Нам кажется, человек нам настроен очень лояльно. А в это время человек думает о чем-то своем. И после этого мы получаем, ну, где-то вот что-то близкое к этим крыскам, мышкам, мои дорогие. И бывает совершенно наоборот. Когда человек более такой, может быть, и резкий, и с тактом у него там не очень все в порядке, но он не задумал чего-то плохого. Он просто говорит, что думает. Иногда, может, и ляпнул. Вот с разного рода людьми, посмотрите, вам придется контактировать. И те, которые где-то идут в обход, и пока вы там не видели, отвернулись или переключились на что-то, тут может быть какая-то, ну, такая заминка, заноза, подвох, мои дорогие. Или буквально, когда кто-то затаился и за вами наблюдает. Это вам нужно за всеми наблюдать. Это вам нужно включить змеиный режим. Это мы уже переходим к знакам судьбы.
У нас змея сейчас, год змеи точнее, змея хозяйка года. И она всем рекомендует периодически действовать, как она. И мы знаем, змея, она нетороплива. Ее как будто и не видно. Она именно наблюдает, анализирует. И в какой-то момент она действует очень быстро, молниеносно. Вот вам, видимо, наступит тот момент, когда нужно самому себе или самой себе сказать «пора». Но не раньше и не позже. Но, может быть, отказаться, кстати, или пересмотреть даже ваше окружение. Потому что если вы кому-то доверяете, или кто-то вам поет дифирамбы, явно самое время спросить, а зачем это человеку нужно? Но я должна сказать, смотрите, такие сочетания у вас выпали. Если вы даже словно поняли какую-то персону, что доверять нельзя, тогда как-то красиво нужно выйти либо из этих отношений, либо свести к нулю контакты какие-то, но это не значит, что мы с кем-то выясняем отношения. Или мы как себя, ну, получается, были мы в тени, да, и человек какой-то мог был быть уверен, что с вами пройдет какая-то его задумка или то, что он там себе напланировал. Так вот, ваша задача, не подавая вида, тем не менее, вот эту чужую игру перевести в свою и крепко наблюдать. То есть очень внимательно за какой-то персоной наблюдать. Может быть, наблюдать и, в принципе, что происходит вокруг вас. Правда, аналитическое мышление и предельное внимание. Быть, вот знаете, говорят, осознанным. Это значит ничего не делать на автоматизме. Даже в каких-то бытовых простых вопросах. Вот интересно, смотрите. Что спешит или кто спешит? Вам выпадает старший аркан. Это колесо фортуны. У вас возможности идут, я уже об этом говорила. А вы можете подзастрять в прошлых воспоминаниях. А тут нам говорят, оставь. У тебя сейчас задача идти вперед. Вы можете, ну, у каждого свои энергии, но кто-то может, знаете, довериться тому или каким-то пафосным обещаниям, а этого делать не следует. Кто-то может наоборот, именно тут окружение ваше какое-то, ведь понимаете, тут, причем это все неоднозначно. Вам нужно делать какие-то выводы в отношении людей. И все равно у вас, именно когда колесо выпадает фортуны, это ведь цикличность, мы всегда говорим по колесу. И сначала мы знаем, идет колесо наверх, а потом будет неизбежно спад. Так устроена наша жизнь. Колесо года называется колода. И вот вы сейчас, когда карта выпадает, это именно период возможностей. Но мы ведь можем это упустить. Тут, знаете, какая ситуация может быть? Мы спросили, что спешит, ну или кто спешит. Имеется в виду какая-то скорость. А ведь по колесу фортуны у нас как раз скорости проигрывается часто. Имеется в виду у кого-то буквально собраться и отправиться куда-то. Или пришла, допустим, в голову какая-то идея, и ее нельзя оставить на потом. Нужно сделать какие-то первые шаги, как будто, может быть, даже попробовать, может быть, в новом деле. Мы не видим пока перспективы. По колесу фортуны мы пока не видим перспективы. Вот это такой маленький нюанс. Поэтому наверняка мы тут что-то не просчитаем на далекую дистанцию, но на пару шагов предполагать можем. А я бы сказала, ну, где-то нужно слушать интуицию, подсказки собственной души, собственного голоса, мудрости. У вас сейчас действительно очень благополучное время, доброе время для вас, время возможностей. Ну, причем, посмотрите, вот такой баланс, когда дерево выпадает, это когда вы, в принципе, э, будете ощущать себя и более уверенным в дне сегодняшнем и в завтрашнем. И вот как будто высшие силы, ангелы небесные, пытаются что-то в вашей жизни либо изменить, либо даже увести вас от какой-то ситуации, может быть, даже от некоторых персонажей. Возможно, вам самим придется что-то проанализировать и даже принять, в чем-то вы ошибались. Но это не значит, что мы работу над ошибками будем делать до бесконечности. Нет, мы просто идем вперед. Мы себя прощаем, мои дорогие, и выздоравливаем. Ну вот какая-то такая задача. А почему? А потому что дважды благополучие. Следующая карта. Неожиданности вас могут вызывать на конфликт. Правда? Вот я уже не повторяюсь. Все то, что я, пожалуй, сказала,
Мыши и змея. Вот предельное внимание. И как будто вот эта карта, вот посмотрите, двойка мечей. Ну, может быть, не всех на конфликт, а это может быть такой, знаете, внутренний конфликт с самим собой. Даже если это с внешними какими-то контактами происходит, нам художник прорисовал, посмотрите, это как, ну, скорлупа каштана, да, точнее, вот оболочка вот эта зеленая. И почему-то наши воины дерутся именно внутри этой скорлупы. И делят один каштан в одной плоскости, как в одной тарелке. Какая-то взаимосвязь есть. И, собственно, битва эта, она ничем не закончится. У вас может быть и внутреннее какое-то состояние такого душевного раздрая, правда? Или какая-то тупиковая ситуация. Может быть, это и касается именно потому, что вы хотите, ну, что-то создать или в том шаблоне, или в вашем понимании, или чтобы было именно так, как вы уже этот метод опробовали. Вот ведь в чем вопрос. Тут ведь в методах весь фокус. Тут нужно что-то изменить, и путаница закончится. Ну и свое, может быть, отношение тоже к чему-то изменить. Но то, что мы можем контактировать с такими людьми, которые нас сознательно вызывают на конфликт, такое возможно. Но тогда будьте внимательны. Если вам кто-то бросает такую своеобразную перчатку, вызывая вас на словесную дуэль, имейте возможность отступить полшага назад. Не участвуйте в конфликтах. Вот это правда. В чем ваша фортуна? Ну, вот все то, что я сказала. Видимо, я так уже, все же мы достаточно карт открыли с вами. Я вижу, ну, неоднозначное какое-то окружение или окружение, как всегда. Но, может быть, это у вас глаза открываются, вы понимаете, а ведь и правда. Были, может быть, и мной сделаны ошибки. Ну и есть и люди, которые какую-то свою игру ведут, и вас это может не устроить. Это может спровоцировать где-то и внутренний такой конфликт, вам что-то не нравится или неуверенность. Но вообще-то в чем ваша фортуна? Иди вперед. Мы с вами говорили. Очень символично, что выпадает карта саркофаг и 20-й старший аркан суд. Эта карта называется в этой колоде «Дорога к свету». Вот в чем ваша фортуна. И вам пространство помогает. Всегда по 20-му аркану не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Поэтому, может быть, и придется с чем-то из прошлого проститься. Но для этого добрая энергия. Это вам будет сделать несложно, мои дорогие львы. Потому что вы уже, ну, я вижу по картам, вам самим что-то надоело. Это, наверное, самое главное. Когда вам что-то надоело, мы как-то более рационально мыслим. Так устроен человек. Ладно, энергия любви. Выздоровления, мои дорогие. Теперь уже все то, что было, оно произошло. И на смену прежним переживаниям приходит мудрость. Нам карта предлагает перевести то, что было в прошлом. Опять же, о прошлом. Ведь тройка – это всегда карта будущего. Но именно тройка мечей – это карта здорового равнодушия и, опять же, выздоровления. Это нас раньше что-то ранило очень сильно. Теперь мы по этому поводу не переживаем. Мы идем вперед. Вот странная карта, не совсем понятно, что это не у всех касается, правда? Или просто, знаете, у кого-то даже, ну, допустим, в паре. К сожалению, даже те, кто в паре, люди семейные, со мной согласятся, но не бывает все ровно и гладко. Семейная жизнь, приходится постоянно какие-то компромиссы, договариваться, стараться понять другого человека. А вот тут могли и не понять друг друга. Ну, если здоровое равнодушие, стало быть, и есть возможность примириться. Но посмотрите, 3 мудрые птицы: сова, филин и ворон. Именно от вашей мудрости и милосердия к собственной душе, ведь уже солнце на восходе. Что это означает? Какая-то подвешенная, точнее, ситуация, аркан повешенный старше. Может быть, вы видите, что какая-то история не может быть решена. Не обязательно это именно любви касается. Может быть, это личная жизнь. У кого-то вопросы, связанные с детьми. У кого кто-то из вас, все-таки меня из разных стран смотрят люди. Есть то, что, опять же, мы не можем изменить. И в этом то, что мы не можем изменить, есть тот элемент,
который все-таки мы должны оставить в прошлом. Иначе вот этот тупик, он никогда не закончится. Что нам еще подскажет? Мы можем узнать какую-то новость, даже карта башня. Мы можем узнать новость о человеке. Мы можем узнать, причем о том человеке, о котором мы явно чего-то не знали, судя по аркану повешенной. Может быть, это и случайно. Тут, ну, вы слышите, или к вам приходит какое-то сообщение, весточка, может быть, письмо. Здесь у каждого по-своему. Карта трансформации, мои дорогие. Трансформация, опять же. Но ваша фортуна, дорога к свету. Нужно принять все то, что не может быть продолжено. Если мы говорим отношения, отношения будут для тех, кто в паре, ну, конечно, по-разному может быть, но они будут продолжены, но, может быть, какие-то очень важные темы нужно проговорить. И тогда оставить прошлое в прошлом. Не вспоминать былое, не говорить друг другу, а помнишь ты вот там, да, вот такого, наверное, нет. Для себя определиться, что это имеет, какое значение для вас. Но я тут понимаю так, что башня, когда выпадает, это у нас сразу и как будто новый путь появляется. Мы просто окончательно понимаем, что да, вот так, как мы думали, мыслили, на что мы надеялись. Нет, тут придется себя перестраивать наверняка, иначе бы не было трансформации. Мы можем сожалеть, кстати, о финансовой составляющей. Мы можем сожалеть, что мы с кем-то поссорились и не договорились. И, может быть, это зависит от какой-то новости. Будьте внимательны, вот так вот в целом посмотрите. Здесь, посмотрите, для кого-то из вас, мои дорогие львы, вот эти крысы, змея, может просто проиграться та история в личной жизни, которая была, скорее всего, или с тем человеком, которого вы узнали. Может быть, это недавнее знакомство, вы уже успели планы построить, а тут не срастается что-то, я такое тоже допускаю. Но все равно, выздоровление, мои дорогие, дорога к свету. Ладно, давайте посмотрим энергия денег. Тем не менее, вот как будто по деньгам тут что-то вас будет явно радовать. Но вам это нужно в какую-то новую плоскость, мои дорогие, переложить, потому что у вас выпадает как и благополучие, да, древо, может быть, есть какие-то траты на дом, я такое могу предположить. Но если вот для тех, кто в паре, например, да, человек семейный, может быть, и есть, был какой-то спор, какая-то нерешенная тема, но по рыцарю чаш это нам приходит на помощь, кстати, да. Если у кого-то финансовая сложная ситуация, есть тот человек, который за вас, ну, по крайней мере, искренне так переживает. И это в наше сложное время само по себе уже ценно. Или для кого-то это карта радости, карта вдохновения, карта хорошего настроения. Поэтому деньги, по идее, должны, или финансовая энергия вас должна радовать. Но эта карта не говорит, что это надолго. И это буквально вот короткий период, пожалуй, на который мы с вами смотрим. И поэтому какая-то стратегия, тактика на будущее, она совершенно необходима. Ладно, энергия достижений. Ну, хочется сказать, наверное, все то, что я говорила, вам как по судьбе пройти какой-то вот такой неоднозначный путь. И судом, тем более, да, 20-м арканом мы делаем выводы, мы как сдаем жизненный экзамен. У кого-то это может касаться работы, а у кого-то это может быть внутри вашей пары или в личной жизни. Может быть, это связано с документами, кстати, по иерофанту. По иерофанту это еще традиции, структуры какие-то, это порядок. Может быть, это будет связано с тем, что вы получите из каких-то учреждений, инстанций, документ или важную бумагу. Но это тоже где-то символизирует, что мы были раньше на одном жизненном этапе, а теперь мы учимся и идем вперед. Но и для вас возможность построить карьеру, к примеру, если мы на достижение, возможность быть счастливым или счастливой. Но это не то, что основано на прошлом, мои дорогие. Тут все равно идти вперед нужно. И если очень захотеть быть счастливым, тогда наше сознание, ну вообще наш интеллект работает немножко в другом режиме. Мы меньше оглядываемся назад, мы понимаем, что бы там ни было, что бы я ни пережила или что бы в моей жизни там ни случалось, я все равно иду вперед.
Я иду вперед только лишь потому, что есть вещи, которые, ну, они уже не состоятся. Вот у вас какая-то перезагрузка, мои дорогие львы. Я вполне допускаю, что наш расклад не всем львам подойдет, все-таки мы все разные, а карты – это лишь метафора. Поэтому я всегда говорю, будем реалистами, мои дорогие. И тем не менее, я думаю, что карты, знаете, как это, предупрежден, вооружен. Значит, мы можем что-то скорректировать. И я бы сказала, даже нужно. Вы в моменте перехода, понимаете? И, может быть, карты так настойчиво и говорят, ну вот есть то, что ты, ну даже, может быть, очень хочешь, а продолжено быть не может. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы. Я благодарю за ваши комментарии, я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.